Здравствуйте, друзья! Канал Masters of Body снова с вами. И подошло время поговорить о таком важном периоде годовой периодизации тренировочного процесса, как период реабилитации. Именно поэтому сегодня мы снова находимся в гостях у нашего товарища единомышленника, заведующего кафедры Днепровского медицинского университета, профессора Олега Борисовича Нихаевича. Добрый день всем, добрый день. И сегодня мы начнем, как говорится, сверху, начнем реабилитацию сверху, а именно с плечевых суставов. Ни для кого не секрет, что спортсмены часто сталкиваются именно с проблемами в плечевых суставах после тяжелого изнурительного тренировочного процесса. Олег Борисович, какие основные причины именно у спортсменов с вашей медицинской точки зрения, основные причины этих самых болей в плечевом суставе? Я думаю, ни для кого не секрет, что плечевой сустав в меру своей функции, функциональности для каждого человека играет очень большую роль. Особенности анатомии плечевого сустава, они таковы, что площадь поверхности плечевой кости, головки плечевой кости, она намного больше, чем площадь глиноидальной капсулы, которая приходит со стороны лопатки. И это делает головку достаточно подвижной. Эта подвижность передается для фиксации на окружающие мягкие ткани, и поэтому наиболее часто обращаются за помощью и спортсмены, и не спортсмены, люди, которые в быту какие-то активности выполняют, или в профессии с повреждением именно мягких тканей вокруг плечевого сустава. Если говорить о мягких тканях, то наиболее часто повреждается так называемая вращательная манжета плечевого сустава, которая включает... Для людей, чтобы было понятно, вращательная манжета — это группа мышц, которые находятся вокруг плечевого сустава, и они двигают плечевой сустав. Какие это группы мышц? Это 4 мышцы. Попробуем немножечко для людей, для наших зрителей, немножко обобщить и упростить. То есть проблема основная не в самой косточке, а именно в том, что окружает этот сустав. Безусловно, я правильно понимаю? Безусловно, костные травмы, они тоже происходят. Мы сейчас говорим про наиболее распространенные причины. Да, мы говорим причины. про то, с чем наиболее часто. Все-таки костная травма, когда есть, если это явно там повреждение, перелом, пациент сразу идет в больницу, в травмпункт. И там... сейчас про реабилитацию. Да, сейчас мы говорим о людях, которые активно себя ведут, занимаются спортом, занимаются фитнесом, активно в быту что-то делают. Сейчас дачный сезон, пожалуйста, что-то резал. Или профессии, которые связаны с нагрузкой на плечевой сустав. Понятно. Значит, плечо, то, что рядом его окружает. Теперь продолжаем. Мышцы, которые наиболее часто травмируются, это так называемая вращательная манжета плеча. Это 4 мышцы. Значит, это надосная мышца, она проходит вот над остью лопатки и прикрепляется к бугорку плечевой кости. Это подостная мышца, точно так же, только под остью она идет. Это можно назвать ее задней дельтой? Это мышцы более глубокие. Вот, я понял. Вот этот глубокий слой мышц, он наиболее часто повреждается. Очень часто приходят... Я сделаю одну маленькую поправочку. Почему люди приходят к этим проблемам? То есть видимую часть мы можем контролировать ввиду своей, как сказать, обизнанности, своей осведомленности. Вот. А те, которые находятся глубоко, моменты, то есть даже многие тренера, которые не имеют медицинского образования, или те спортсмены, клиенты, ввиду этой глубины и скрытности, поэтому к этим травмам я даже хотел бы сказать, в чем причина, почему эти мелкие мышцы, они травмируются чаще. Потому что большие мышцы, которые там или трапеция, или же дельтовидная, или же широчайшая мышца спины, которая опускает руку, они очень мощные, они очень быстрые, они развивают очень большую силу. Мелкие мышцы, в частности надосная мышца, она является мышцей-стабилизатором. Ее функция основная, если посмотреть на то, что она делает, она отводит руку на 15 градусов. Во время этого движения травмироваться практически нереально, но она травмируется тогда, когда, например, человек что-то резко, руку опускает, работает большая мышца, например, широчайшая мышца, а надосная мышца является мышцей-стабилизатором, то есть она пытается как бы остановить эту мышцу. И таким образом несоотношение вот этих сил приводит к повреждению вот этих мелких мышц, которые находятся в более глубоких слоях возле лопатки, возле плечевого сустава. Итак, подытожим. Наиболее частая проблема, с которой сталкиваются пациенты
реабилитологов, это травмы этих скрытых глубоких мышц, которые человек не видит, и зачастую первые признаки игнорируются и вот доводятся до некоторых проблем, либо же просто ввиду длительного тренировочного процесса, годового цикла, о котором мы говорили раньше, периодов набора, массонабора или сушки тем более, все-таки начинаются эти небольшие повреждения, и человек вынужденно приходит к докторам. Правильно? Так, ну еще буквально маленькая ремарка, что не только мышцы. Очень много структур в плечевом суставе, которые могут повреждаться. Они мелкие, они достаточно тонкие. И вот разобраться в этом, наверное, ну все-таки это врачебная часть. И игнорирование вот этих первых симптомов травмирования, оно приводит потом к достаточно серьезным последствиям. Ну да, мы не будем на себя сейчас, так сказать, брать функции врачей. Попробуем разобраться хотя бы в наиболее частых, в наиболее распространенных проблемах. Следующий момент, друзья. Спортсмен, тренирующийся или просто человек, как сказал Олег Борисович, активно занимающийся активным образом жизни, наконец-то, или к сожалению, дошел до того момента, когда он приходит к реабилитологу. С какими чаще всего проблемами, Олег Борисович, вы сталкиваетесь, осматривая, ознакомливаясь с таким человеком при решении его проблемы? Хочу сказать, что большая часть людей, которые уже доходят в реабилитацию, они приходят в очень-очень затянутых состояниях, да, когда уже возникает хронизация процесса, и это требует уже очень длительной и серьезной реабилитации. Причина этому много причин. И личностные причины самого человека, который не обращает внимания на небольшое травмирование. Да, мы спортсмены решили, что мы сильные, и нам все по плечу само пройдет. То есть те люди, которые регулярно тренируются, они очень часто считают, что если боль возникла, я сейчас пойду на тренировку, потренируюсь, и все будет хорошо. И на начальном этапе действительно так и происходит, потому что крупные мышцы на себя берут функцию движения основную. После хорошей подготовительной части занятия боли чаще всего успокаиваются, и человек на первых этапах проводит ту тренировочную нагрузку, которую он запланировал. И, по сути дела, боли потом его начинают беспокоить уже после тренировки, когда он выходит из тренировочного занятия. Да. И вот это игнорирование, оно длится, может быть, достаточно долго. И бывают такие случаи, когда, в общем-то, есть основные, так сказать, жалобы, с которыми приходят люди. Мужчины чаще всего приходят с жалобой, что они не могут спать ночью. То есть боли настолько серьезные, ночные, это очень характерные боли для мягкотканной травмы. Это ночная боль, которая нарушает сон. Это очень важно. И человек, бывают такие, приходят, месяц не спит человек. Приходит в ужасном состоянии, в эмоциональном, депрессивном состоянии. И с этим тоже приходится считаться уже. Для женщин очень частая жалоба – это невозможность одновременно расчесывать себя и сушить волосы, и застегивать бретельку бюстгальтера. Ну, с бретелькой легче, они передвигают ее вперед здесь, застегивают, потом разворачивают. А вот именно сзади руку не может завести, и это основные жалобы. Некоторые вот были случаи настолько затянутые, что человек не мог даже под 45 градусов отвести руку, а пришел он с жалобой такой, что он уже чарку не может перекинуть, потому что он же под 45. Это его заставило прийти. Да. Главная проблема. И это такая личностная особенность. Вторая группа проблем, они связаны, конечно же, с тем, что на сегодняшний день очень много лечебных, врачебных тактик направлены на то, чтобы погасить боль, убрать как бы основную проблему для пациента боль, и не направлены на восстановление движения. А это принципиально важно, потому что если движение не восстанавливается, боли будут возвращаться регулярно. И поэтому даже если вы обратились за помощью, применили какие-то препараты, инъекционные, таблетированные, неважно, но не скорректировали тренировочный процесс, а на фоне обезболивающей терапии продолжили выполнять... Иногда даже усилили на радостях. На радостях усилили, вернулись к тем планам, которые были прописаны тренером или самостоятельно выбраны. После прохождения, заканчивания действия препарата боли очень сильно начинают беспокоить в большей степени, потому что за этот период боль, которая для нас являлась бы таким красным сигналом светофора, она не работает, она блокирована, и мы выполняем те нагрузки, которые не должны были бы выполнять. И заводим в хронику. Заводим в хронику и заводим в еще большее травмирование, то есть структуры повреждаются. Очень часто повреждаются уже соседние структуры, которые компенсируют функцию. Функции. Маленький итог. Главная проблема у всех нас, наверное, мы не исключение, это излишняя самоуверенность
при первичных симптомах, так сказать, лечения, когда человек убирает эту симптоматику, вот эта излишняя самоуверенность приводит к серьезным болезненным ощущениям, которые приводят спортсмена благополучно к доктору. Хотел снова же маленькую ремарку, такой, позвольте дать небольшой совет. Если все-таки у вас во время занятия тренировочного вы почувствовали, что регулярно возникает боль в плечевом суставе, как минимум вы об этом должны сообщить тренеру, который дает вам упражнения. Обязательно обратная связь с тренером. Тренер, если он грамотный специалист, он, по крайней мере, должен скорректировать тренировочный процесс с учетом болевых ощущений. Если же даже при этих изменениях боль остается и начинается вот эта прогрессия, о которой мы сегодня уже сказали, конечно, неизбежно надо идти к врачу. Но устранение боли – это не окончание. Еще важно восстановить движение, стереотип движения. Без этого боль будет возвращаться. И вот сейчас мы переходим к следующему главному вопросу. И после всего вышесказанного главный совет от реабилитолога, основные этапы, из которых складывается реабилитация, чтобы человек все-таки восстановил полностью свой функционал, а не просто залечил и оттянул эту проблему на более дальний срок. Вам слово. Если коррекция тренировочного процесса, которую вы совместно с тренером проговорили, выполнили, не привела к уменьшению боли, это означает, что вам необходимо обратиться прежде всего к профессионалу, который имеет опыт работы с плечевыми суставами в плане именно восстановления функции. А есть отдельно доктора, которые именно плечевыми суставами только занимаются? Или это все-таки какая-то специальность? Обращаясь к специалисту, сейчас мы все начитаны, есть Google, можно посмотреть комментарии пациентов. Вы задаете ему вопрос, а вы занимаетесь этой проблемой? То есть это как доктор? Это такой мини. Конечно, он может сказать, да, я, конечно, занимаюсь. Но в любом случае вы можете почитать отзывы, вы можете посмотреть, что он говорит, как проверить это, посмотреть в информации, которая сейчас доступна. Не, я думал, просто есть отдельный специалист, который только плечами занимается. Нет, то, что мы специалиста выбираем по отзывам, да, по советам Скажем друзей, так, если это командная реабилитация, если реабилитационный центр и есть команда, которая работает, очень часто выделяют отдельное направление, скажем, мышечно-скелетная реабилитация и конкретно плечевой сустав. Или иногда специалист по крупным суставам. То есть он работает и с плечевым, например, с коленным суставом. Например, кисть уже может с кистью работать другой специалист. Но если вы приходите в частный какой-то центр, очень редко там такая командная реабилитация, и чаще всего один специалист, он занимается. Все зависит от его опыта конкретного, да. Следующий этап. Первый этап, безусловно, вы должны принять решение, но это не первый, это предэтап. Вы должны принять решение, при этом совместно со специалистом, совместно с тренером, самостоятельно. Будете ли вы выходить из тренировочного процесса? Это принципиально важно. Потому что если вы будете продолжать выполнять нагрузки, те, которые привели к травмированию, результат реабилитации, к сожалению, он будет очень нивелирован, и вы будете зря тратить время. Возможно, даже будет еще хуже. Возможно, будет ухудшение, но в основном, если человек уже пришел к специалисту, который занимается плечевым суставом, то, скорее всего, чаще всего приходится выходить из тренировочного процесса. Длительность этого выхода все зависит от того, какие, собственно, причины привели к повреждению. Иногда, к сожалению, мы рекомендуем вообще коренным образом поменять вид деятельности. Например, человек занимался какими-то скажем, волейболом, где задействован плечевой сустав активно. Есть такие повреждения, которые мы прогнозируем, есть способы прогнозирования, и говорим о том, что нет, вряд ли он сможет вернуться в полноценное занятие. Поэтому, возможно, стоит вообще поменять вид деятельности, скажем так, перейти на велоспорт, к примеру, или заниматься нижними конечностями, какими-то видами спорта, которые не связаны с маховыми движениями. Это принципиальный такой предэтап. Если человек принимает решение все-таки, совместно с тренером, со специалистом, выйти из тренировочного процесса, тогда реабилитация состоит из 3 этапов. Первый этап – это этап острой помощи, острой реабилитации, когда мы направляем все наши действия на то, чтобы успокоить болевые, воспалительные, другие разные компоненты, которые присутствуют у человека. В среднем длительность этого этапа 10-14 дней. В этот этап могут быть разные способы задействования, но основная его направленность – это, конечно же, уменьшить боль, восстановить сон, если он нарушен. И еще очень важный момент, который решается в двигательной реабилитации на этом этапе, это восстановить максимальную возможную амплитуду без болевого движения.
Вот сегодня мы на практической части будем этому этапу уделять максимальное значение, то есть восстановить объем движений в суставе без боли. На этом этапе это принципиально важно. Ну, это то, что интересует большинство наших подписчиков, так как мы уже говорили в нашем годовом цикле периодизации. Почти у каждого человека есть где-то в районе месяца на реабилитацию, на восстановление. У кого-то меньше, кто-то делает чаще периоды восстановления по 2 недели. Поэтому задача наших подопечных, период небольших отпусков, сейчас никто себе не позволяет больших отпусков, это максимально восстановить подвижность, уменьшить болевые симптомы, чтобы потом, слава богу, у нас вид спорта, а именно тренажерный зал, позволяет сместить нагрузки сверху вниз, с ног на спину и так далее, то есть не прекращая полностью тренировочный процесс или дать какую-то альтернативу, как мы уже показывали в свежем воздухе, дать действительно полноценную реабилитацию, чтобы потом весь год получать удовольствие от процесса. Совершенно верно. Можно не выходить из тренировочного процесса вообще, то есть важно исключить плечевой сустав, но не только плечевой сустав, но и шейный, шейный, грудной, брать боль, грудную часть. Да. Я понял. Длительность, я уже сказал, 10-14 дней. И, к сожалению, большая часть людей, пациентов, клиентов на этом завершают свою реабилитацию. И восстанавливают свои тренировочные занятия. И вот здесь кроется одна из самых главных ошибок. Не восстановив движение, очень быстро они снова возвращаются на тот же этап боли. Рецидив. Да, по сути дела рецидив. Второй этап. Очень важно вот эти расслабленные мышцы, которые благодаря длительному хроническому болевому компоненту вышли из нормального стереотипа движения, вернуть в движение. То есть, по сути дела, этот этап, он называется подострой реабилитацией, если так по классическому назвать. Но основная его задача – это вернуть активное движение на необходимую амплитуду. Длительность этого этапа варьирует, но в среднем она занимает от 2 до 4 недель. От 2 до 4 недель. По сути дела, мы заново формируем стереотип, то есть мы восстанавливаем правильность движения, то есть это такой заученный стих, только выполняют его мышцы для того, чтобы правильно выполнить движение. И вот по окончании второго этапа начинается третий этап, это хроническая или долговременная реабилитация. По сути дела, это возврат в естественную среду выполнения, то есть в тренажерный зал, в то понимание, как это есть для плечевого сустава. Понятно. И сейчас самый интересный момент, я думаю, который будет интересен большинству наших слушателей. О необходимости реабилитации мы уже сказали более чем достаточно. И сейчас переходим к практическому моменту. Олег Борисович нам покажет, порекомендует те упражнения, с которых можно начать первые шаги в реабилитации в домашних условиях, либо же в вашем зале, то есть поменял режим тренировочный. Совершенно верно. То, с чего можно начать и к чему обязательно надо будет прийти. Мы уже сказали, что задачей первого периода реабилитации является восстановление максимально полной амплитуды без болевого движения. Учитывая, что у нашего пациента, возможно, на сегодняшний день есть достаточно выраженное мышечное напряжение, основной прием для того, чтобы достичь этой задачи, является работа в пассивном режиме. Что такое пассивный режим? Прежде всего мы просим пациента научиться руку расслаблять. Это достаточно серьезная проблема для человека, у которого длительная боль в плечевом суставе. Очень часто, кроме длительной боли, пациенты нарушают свой стереотип движения и во время выполнения движения начинают излишне задействовать вот эту часть, там, где выглядывает у нашего сегодняшнего пациента трапециевидная мышца. Поэтому обязательно специалист должен фиксировать надплечье. Таким образом, рука расслаблена, надплечье фиксировано, и мы выполняем наши классические движения. То есть сгибание, когда мы руку потихоньку, медленно, постепенно поднимаем вверх. Очень важно, это зона, где мы заканчиваем подъем. Боль является для нас критерием, где мы останавливаем свое движение и таким же образом медленным возвращаем, делаем обратную фазу, возвращаем руку в исходное положение. Таким образом мы выполняем упражнение сгибания. Выполняем где-то количество повторений около 8-10, но несколько раз в день, 3-4 раза в день, то чтобы каждое движение 30, 40, 50 раз вы выполняли, потому что процесс не требует постоянного повторения. Второе движение, мы захватив
предплечья пациента, выполняем отведение, то есть через сторону, подъем руки вверх, и после 90 градусов мы приводим такое горизонтальное, выполняем приведение. В чем проблема этого движения? Очень часто оно ограничивает движение сустава. Обратите внимание, снова же, я фиксирую надплечье, не даю возможности ему двигаться, и таким образом выполняем мы второе движение. При этом рука пациента, обращаю внимание, она должна быть расслаблена. Это принципиальное требование к выполнению этого упражнения. Третье упражнение, снова же, мы фиксируем надплечье и выполняем разгибание руки. Разгибание тоже очень часто страдает эта функция, и мы постепенно восстанавливаем амплитуду движений. Очень важно, чтобы вы эти движения выполняли в домашних условиях. Поэтому одним из принципов, я сказал, многократное повторение, и вы не находитесь к специалисту ежедневно 3-4 раза в день для того, чтобы повторять эти движения. Поэтому вы должны уметь выполнять эти движения в условиях дома. Как выполнять эти движения в условиях дома? Для этого вам понадобится что-то из домашнего такого обихода. Швабра, зонтик или же все-таки гимнастическая палочка. Пожалуйста, берем палочку, руку снова же мы укладываем вверх, расслабляем, и другой рукой мы, выталкивая палочку, поднимаем руку вверх. То есть вот таким образом мы выполняем первое движение, рука расслаблена, правая рука в данном случае является таким промотором и поднимает руку вверх. Все снова благодаря этой руке я эту могу расслабить, положиться одной рукой на вторую. Так наиболее легко организовать движение. Потому что я сейчас скажу о втором движении, сделать это немножко сложнее. Вверх, трапеция не задействуется. Вот это надо очень смотреть внимательно, поэтому рекомендую первые движения делать перед зеркалом. То есть мы становимся перед зеркалом, выполняем движение и контролируем, чтобы надплечье не поднималось. Друзья, от себя добавлю как тренер, не спешите делать на количество. Попробовали движение, опустили вниз. Для меня оно, кстати, тоже новое. И внизу, вот в этой нижней начальной фазе, подумайте, вспомните о своей трапеции, то, что говорит доктор, о расслабленности, и только потом повторяйте его. Очень верное и правильное такое вот дополнение. Не делайте количество неверных упражнений, оно не приведет ни к чему, как и в спорте у нас, когда мы учим своих подопечных выполнять простые упражнения. Это также упражнения, которого учат тренера в зале, только со своей спецификой, поэтому сделали. С каждым разом амплитуду можно немножко увеличивать. Да? То есть мы упираемся в боль, немного отрабатываем несколько миллиметров и возвращаемся назад. Повыше, да? Есть разные режимы стретчинга в данном случае. Есть так называемый, в данном случае это интермитирующий режим, когда мы выполняем движение, упираемся до 6 секунд, удерживаем и возвращаемся назад. Есть более такой сложный стретчинг, когда мы можем удерживать и до 15 секунд, и даже до минуты некоторые гайдлайны, руководство рекомендуют. Но такие виды стретчинга, они достаточно сложные. Пока начнем с простого. Да, я обычно их не применяю, они очень тяжело переносят. Потому что людям легче запомнить. Конечно. Можно попросить встать, так приподнимаемся. И теперь как же нам сделать отведение? Мы точно так же берем руку, укладываем на окончание нашей палочки и производим движение в сторону. Опять же обращаю внимание, рука расслаблена, надплечье не поднимается. И возвращаем в исходное положение. То есть вот таким образом. Те, кто знаком с бильярдным кием, я думаю, что такие движения будут даваться легко. Можно, кстати, бильярдный кий использовать, если что. Я думаю, любители бильярда не позволят свой кий авторский использовать в таком предназначении. Так. Очень важно, наблюдаем, чтобы надплечье. Наш сегодняшний, так сказать, клиент очень хорошо подготовлен, он владеет своим телом и может достигать таких результатов. Обычно на первом занятии. Главное не спешить. Наша задача научиться расслаблять руку и не поднимать надплечье. Это уже победа. И снова же, как отвести руку назад, разогнуть, то же самое. Мы захватываем таким образом и отводим руку сзади. Так. Чтобы расслабить, правильно? Да, она должна быть расслаблена. Выбирайте хват тот, который наиболее позволяет расслабить руку, и таким образом выполняем движение. Это движение, наверное, самое сложное для меня, если есть мышечный корсет. Тяжело именно в таком положении, непривычно. Если учесть, что еще будут болевые компоненты, они, конечно, будут очень сильно ограничены. Таких амплитуд на первом занятии никогда не бывает. Поэтому здесь нужно внимательно. Если нет в хозяйстве такой палочки, что можно сделать? Что можно предпринять, если нет в хозяйстве вот такой гимнастической палочки? Можно делать за счет здоровой руки, путем захвата за предплечье.
и поднимать, соответственно, руку. Можно достичь, но, к сожалению, расслабление кстати, тяжело могу добиться. подсказать по своим ощущениям, такой длины палка вот для этих движений в принципе не обязательно. Не обязательно. Можно что-то гораздо короче. Для этого достаточно длинный молоток, опять же, там даже удобнее будет держать. То есть в хозяйстве есть много разных. Да. Это может быть кухонная скалка. Та же самая, да, кстати, никогда об этом этим не пользуется. думали. То есть по большому счету ваше воображение и рекомендации доктора сделают свое дело. Что еще можно сделать? Да, дальше. Вот можно использовать, если вы будете работать в зале, присаживаемся сейчас, вот такой, на стул? На стол, и укладываем руку, скажем, предположительно, пусть она будет здоровая, но в данном случае симулировать нездоровую, мы можем путем сгибания туловища и вращения опоры на мячик вот таким образом совершать элемент. А ноги куда поставить? Здесь нужно удобно ноги ставить, так, да, максимально удобно, комфортно, чтобы можно было заниматься. То есть за счет наклона. Получается, это движение, по сути дела, имитация сгибания и возврат назад. Да? То есть вот таким образом можно заниматься. Дома, в условиях дома, такое же движение можно выполнить за кухонным столом обычным, путем скольжения руки по поверхности стола. Если стол шершавый, имеет трение, то на поверхность стола можно уложить какую-то ХБшную ткань, полотенечко. Ткань, да. Будет что-то типа глайдера, сейчас они продаются такие кругленькие для фитнеса, и на любую поверхность. Кстати, это упражнение, могу сказать сейчас по своим ощущениям, оно еще больше помогает расслабиться. Конечно, потому что вес руки полностью... Получается, мне не нужно вообще плечом не производить никакой работы, друзья. То есть и это получается, я думаю, для большинства будет более природно, более естественно. Единственный тут момент — нестабильная позиция самого мячика, что приводит в напряжение мышцы-стабилизаторы. Да? На столе, на кухонном, это будет еще более легко сделать, потому что там более стабильная поверхность. Мы просто в исходном положении делаем небольшую паузу. Да. Вспомнили, что вам надо, куда, право-лево, отцентровали и медленно расслабляемся. Да. Как всегда, с мячом работать достаточно приятно. И в условиях зала или маленькой фитнес-студии это вам тоже будет... Как вы обратили внимание, эти движения можно спокойно выполнять в вашем зале, в фитнес-центре, выполняя другую программу, скажем, для нижних конечностей, для туловища. То есть тот вопрос, о котором мы говорили ранее, да, что мы можем не полностью выйти из тренировочного процесса, но очень важно, чтобы тренер совместно с пациентом, клиентом обговорили это все и на какое-то время исключили силовой тренинг для плечевого сустава. Друзья, это то, о чем мы вам говорили. Периодизация годового тренировочного цикла, то есть в период именно реабилитации, не обязательно, что у вас плечо прям заболело, вы чувствуете утомленность, просто добавьте, например, как сказал Олег Борисович, сегодня мы прогнали ноги, разогрели все тело, и вот на хорошо разогретое тело, как пластилин, добавляем, допустим, в данный момент тренировочные элементы реабилитации плечевого пояса. Далее в наших, я надеюсь, еще неоднократных встречах мы коснемся и поясничного отдела, и коленных суставов, и там будут возможны такие же комбинации, когда одну часть тела в период, допустим, в августе вы разогреваете, а другую реабилитируете. Этот процесс будет и интересен, это будет и активный отдых, и полезно для дальнейших ваших тренировочных занятий, которые начнутся в новом сезоне. Полностью поддерживаю, это очень важно, чтобы человек находился в той же среде активной, в которой он был. Это морально легче. Я хочу сказать, что какие-то проблемы, которые возникают во время тренировочного процесса, для некоторых клиентов могут служить основой для прекращения вообще тренинга. То есть он выходит из тренировочного процесса на эти 2 недели, и потом его достаточно сложно в него вернуть. Поэтому не выход из тренировочного процесса, то есть занятия на другие участки туловища и конечностей, и при этом снижение нагрузок активных на плечевой сустав, замена их на более пассивные движения для разгрузки этого сустава, это вообще очень важно и принципиально есть. Еще упражнение будет у нас сегодня? Мне понравилось. Ну, я думаю, базовые мы рассмотрели, этого будет достаточно. То есть, друзья, как видите, это не сложно, это немного. То есть это тот минимум необходимый, который вам только позволит, еще раз хочу подчеркнуть, начать процесс реабилитации. Мы ни в коем разе не призываем к самолечению. То есть, как мы говорили в предыдущих выпусках, Тандем тренер,
реабилитолог, доктор. То есть вы должны, иногда массажист просто, вы должны в этом тандеме крутиться. Вопрос только в каких пропорциях. И чем больше вы включаете свой интеллект, тем меньше будет докторов, больше будет радости в жизни. По поводу невыхода из тренировочной программы, друзья, очень важно оставаться в психологически здоровом состоянии. Чувствовать себя больным никто не любит. Это многих ущемляет. У нас и так сейчас много стрессов. Поэтому, когда вы находитесь в привычной для себя атмосфере, да, вы заехали к реабилитологу, проконсультировались, он поправил, подкорректировал ваши действия, и вы вполне можете заниматься. Я всегда пациентам говорю так: вы пришли сюда не для того, чтобы я вам сейчас ограничил занятия, а для того, чтобы дозированно разрешил. Ну вот, наверное, основная задача. Почему мы сказали, что Олег Борисович это наш единомышленник, в отличие от некоторых докторов, к сожалению, таких большинство из тех, которых ничего, сейчас меняется философия. Слава богу, да, но многие доктора, они, чтобы, извините, прикрыть свою жопу от судебных разбирательств, им легче человека ограничить от всего, неважно, то ли это женщина беременная, то ли еще, лишь бы к ним не было вопросов, то есть они не смотрят широко, вот. Именно человек с опытом, специалист, он понимает, что спорт это ни в коем случае не проблема, это наоборот один из инструментов, который помогает человеку оздоровиться. Главное только включить мозг, сделать все правильно, подобрать. В данном случае я считаю, что здесь проблема в закостенелости мышления, конечно, и в отсутствии, скажем, потребления современной информации. Те врачи, даже которые, скажем, постсоветского образования, сейчас пользуются современными руководствами, они все видят. То, что я вам сейчас сказал, это стандартные, то, что вот мы сегодня разбирали, это стандартные позиции реабилитации. Они видят это в международных рекомендациях. И хочешь не хочешь, а ты должен их выполнить. Ну, не все хотят, к сожалению. Ну, хотят, это второй вопрос. Поэтому мы обращаемся к лучшим из лучших. Спасибо. Вот. И, как мы уже говорили, это несет положительные плоды, особенно для наших клиентов, для наших подопечных. Походу, слава богу, благодаря вашим усилиям все возвращаются в спортивные ряды, периодически, конечно, и к вам, и к нам. Но это нормальный жизненный процесс. Это нормально. К этому не нужно относиться как к какому-то стихийному бедствию. Что-то заболело, все, это крест, это не мое. Перестроили, перенастроились. Итак, немножечко подытожим. Сегодня мы разобрали, что такое боль в плече. Я надеюсь, у нас еще будет пару встреч, и мы рассмотрим поясницу, да, я думаю. Можно рассмотреть поясничное. Одна из очень также частых, так сказать, сверху вниз. И если... Можно идти по очереди, можно и шейный отдел тоже рассмотреть. Шейный отдел. Друзья, присылайте свои комментарии, что вам больше интересно, что вас чаще беспокоит. Мы попробуем, может быть, объединим в один выпуск несколько проблем. Попробуем осветить все. Это очень важная тема, на наш взгляд. И для мужчин, и для женщин, и для молодых, чтобы не было потом проблем, и для возрастных. Поэтому пишите в комментариях проблемы. Кстати, было бы интересно в комментариях услышать отзывы на сегодняшнее наше занятие. То есть, как люди, возможно, кто-то уже проходил через такую реабилитацию. И было бы интересно почитать разные мнения. Поделитесь вашим опытом. Да. Если это возможно, будем очень благодарны. Да, спасибо. Поэтому на сегодня у нас все. Ждем вас в наших следующих выпусках, которые будут касаться вопросов здоровья. Благодарим Олега Борисовича, спасибо за приглашение. Физической реабилитации, валиологии нашего Днепровского медицинского университета. Канал Мастер Soul Body желает вам здоровья в первую очередь и до новых встреч. До свидания.